Всем привет, это Рамис, и я хочу рассказать о важнейшем навыке 21 века. Это ораторское искусство или презентационная грамотность. По крайней мере, так считает идеолог и куратор TED Talks, автор книги Крис Андерсон. Книга вот такая, TED Talks, слова меняют мир. Собственно, что такое презентационная грамотность или ораторское искусство? Всем понятно, что нам необходимо как-то доносить свое мнение, свои идеи до слушателей, и в современном мире сделать это намного легче, чем было раньше. Достаточно взять телефон, камеру, записать и выложить в интернет, и все могут услышать вашу идею, ваши мысли, ваши какие-то разработки. И таким образом вы можете улучшить и свою жизнь, и жизнь окружающих. Что такое TED Talks? TED Talks – это лекции, проводимые по всему миру, в которых участвуют известнейшие люди, ученые, какие-то интересные люди, у которых есть какие-то инновационные идеи, либо люди, которые хотят донести о какой-то проблеме. TED Talks. TED – это Technology, Entertainment and Design, технологии развлечений и дизайн. Изначально это было 3 направления, в которых участвовали лекторы. Далее направления расширились, и сейчас там очень много направлений, очень, на самом деле, много различных историй, открытиях рассказывают там. Ссылочку я оставлю в описании, посмотрите на TED Talks. Это некоммерческая организация, там очень много полезного можете для себя почерпнуть. Представьте, у вас есть идея, которую вы хотите донести слушателям, определенной группе людей, возможно, более обширному кругу людей, не знаю, в институте, записать видео, либо вы хотите сделать доклад на работе. И как успешнее, эффективнее это сделать? На самом деле нужно начать с того, что у вас есть идея, нужно ее сформулировать. Каким образом? Вам необходимо постараться отказаться от аббревиатур, от каких-то сложных терминов, либо изначально описать эти термины. Необходимо помнить о проклятии знаний. Что такое проклятие знаний? У вас есть определенные знания, допустим, не знаю, получили со школьной скамьи, и не думайте, что все окружающие знают, что это такое. Даже бывают такие моменты, когда элементарных знаний человек может не знать, и представьте, что вы что-то хотите донести, и ваши мысли, они представляют себя как коробки. И вот самое общее, самое начало – это внешняя коробка. Более глубинные знания находятся во внутренней коробке, и еще глубже находятся еще дальше. Когда вы начинаете, вам необходимо открыть каждую коробку и рассказать поступенчато вашу идею. В 1967 году Альберт Мехрабян опубликовал исследование, в котором он написал, что на речь приходится лишь 7%, 38% на тон голоса и 55% это язык тела. На самом деле это ложное утверждение, и сам Альберт Мехрабян позже на сайте у себя указал, что его исследование трактует неверно. Сейчас очень легко вас разубедить. Попробуйте своему собеседнику что-то рассказать, используя только язык тела или там, не знаю, жесты. Это не сработает, это будет игра крокодил, и сами понимаете, что вас не сразу поймут, о чем вы говорите. Так вот, слова имеют значение. Вам необходимо больше акцентировать на вашу речь, построить правильным образом вашу речь, не знаю, заготовить текст, либо, здесь очень важно, либо импровизировать. Что значит заготовить текст? Кому-то намного проще, когда у него есть готовый сценарий, полностью написанный текст, он его выучивает наизусть, и он его рассказывает. Таким образом он чувствует себя намного увереннее и делает это намного проще. Второй вариант – это полностью экспромт, то есть полная импровизация. Если вы уверены в себе, вы уверены в своей теме, вы обладаете достаточным количеством знаний, вы, в принципе, можете выйти на сцену, не знаю, включить камеру и просто начать говорить и полностью импровизировать. И третий вариант – заготовить короткий список из тезисов, либо каких-то коротких высказываний, по которым вы будете
как поступенчато проходить и рассказывать свой рассказ. Собственно, я такой способ для себя выбрал, он мне подходит больше всего. То есть я записал небольшой такой списочек, вот он, короткий, по которому я иду и рассказываю все. То есть это у вас список, и вы продолжаете импровизировать, но строго по списку. Если вы что-то забудете, вы можете подсмотреть и продолжить ваш рассказ. В книге очень много примеров приводится, как хороших, так и плохих. И вот они написали основные ошибки у лекторов, которые начинают свои доклады. Первая ошибка – это беззастенчивая реклама, когда автор выходит и просто начинает рекламировать себя, свой продукт, при этом он не рассказывает ничего хорошего, ничего положительного, просто рекламирует себя, я не знаю. Рекламы, в принципе, полно в телевизоре и много где, и человеческий мозг имеет такое сильное оружие от этой информации, это скептицизм, он просто перестает слушать, он закрывается, уходит в себя и просто не слушает. Так что, если вы хотите что-то рекламировать, вначале дайте что-то слушателям, расскажите им что-то хорошее, и тогда, пожалуйста, можете дальше рекламировать что-то. В таком случае это может сработать. Второе – это бессвязные выступления, когда автор выходит и просто начинает что-то говорить, рассказывать какую-то историю, но не подводит никакого итога, не подводит никакого решения, не высказывает никакую проблему. Третье – это организационная скука. Организационная скука – это когда лектор выходит и начинает рассказывать историю своей компании. Не знаю, о том, какие хорошие и опытные сотрудники работают в его компании. Люди сразу же закрываются, слушатели сразу закрываются. Это неинтересно, это просто скучно. Я просто по себе знаю, даже элементарно, когда проходишь какие-то классы и, не знаю, обучение там, не знаю, в компании, в которой ты работаешь, и тебе начинают рассказывать историю этой компании. Мне неинтересно. Я пришел, я работаю на вас, значит, мне это интересно. История мне неинтересна. Как ее создали, там, что сделали, неинтересно. Мне будет намного интереснее, если вы расскажете, как вы добились там каких-то хороших успехов, выдающихся успехов. Четвертое. Представьте, у вас есть кумир, не знаю, известный человек, блогер, вы следите за его творчеством, за его жизнью, смотрите его видео, смотрите, не знаю, в Инстаграм, и вы начинаете подражать ему. Слушатели очень быстро понимают, что вы не тот, кем вы являетесь. Вы просто подражаете человеку, и вас просто не станут слушать, потому что они не поверят вашим словам. В книге написано: если вы ученый, будьте ученым, если вы артист, будьте артистом. Есть только единственный момент, когда нужно быть кем-то другим, это если вы очень высокомерный, у вас очень обширное, сильное эго. А вот в таком случае нужно быть кем-то другим и не использовать свое эго при выступлении. Далее поговорим о сквозной линии и о структуре выступления. Каждое выступление должно начинаться со вступления, с контекста, почему это важно. Далее нужно рассказать основные концепции вашего доклада. Далее позитивное применение вашей концепции, где это необходимо, для чего это нужно. И, собственно, последнее – это заключение. Есть второй вариант, это нужно, то есть когда вы готовите свое выступление, ответить на 3 вопроса. Что? И что? И что дальше? Если вы в своем выступлении ответили на эти 3 вопроса, по сути, ваш доклад готов. Можно использовать разные из этих подходов к составлению вашего доклада. Итак, если у вас есть идея, то обязательно практикуйтесь и записывайте видео на YouTube. В YouTube очень много разных видео, хороших там очень мало, так что пополняйте ряды ютуберов, начнем с этого. Не бойтесь практиковаться, выступайте, это очень полезный навык. Также я хотел еще дополнить, что в книге TED Talk «Слова меняют мир» еще очень много всего интересного. Там очень много живых примеров, живых выступлений людей, как положительных, так и отрицательных. В конце есть целый список из тех, скажем так, самых удачных выступлений разных лекторов. Я уже до этого уже смотрел TED Talks и уже видел некоторые видео, но остальные видео я тоже буду просматривать, потому что это невероятно, очень интересная книга, на самом деле, очень полезная. Так что, если вы ее читали, пишите в комментариях, что об этом думаете.
Если не читали, то обязательно почитайте, очень, очень клевая книга. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удачи в ваших начинаниях.